Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Кругов на связи прямо сейчас, публицист, специализирующийся на экономической, в том числе, тематике. Михаил, приветствую вас. Взаимно. Зрителям тоже привет. Начать наш разговор я предлагаю все-таки с определенного ожидания краха, коллапса, да что там, Армагеддона. Причем знаковые люди в Америке, да, говорят уже вовсю о большом финансовом кризисе. И как бы вот дрова в этот костер кризиса экономического, глобального, мирового мы наблюдаем последние дни. Это вот перепалка Трампа и Маска. Да? То есть контракты, субсидии, а мы откажемся от услуг компании Маска или там не откажемся. Сейчас Трамп немножко включает заднюю о том, что нет, все-таки, да, то есть что выгодно, то будем делать, так будем сотрудничать. Акции Теслы рухнули, потом немножко возросли. В общем, такая достаточно живая история, которая подкрепляется еще там разными политическими моментами. Там, да, там с Эпштейном связан был Трамп. Или давайте создадим в Америке какую-то партию, предлагает Маск, которая 80% среднего класса устраивала бы. В общем, это все, если так глобально посмотреть, в принципе, можно расценивать как какие-то предпосылки большого финансового коллапса, который будет начинаться с Америки, ну и, соответственно, затронет весь мир. Как вы думаете, действительно ли высоки такие риски какого-то мощного, ужасного, вопиющего и катастрофического финансового мирового кризиса летом или ближе к осени? Скорее всего, к осени. Сегодня имеется достаточно свидетельств, что специализирующихся на финансовой теме изданиях активно обсуждается тема ожидаемого глобального финансового кризиса. Действительно. Но причем не вероятность кризиса, а только его масштаб. Станет он аналогом финансового кризиса 7-9 годов или намного его превзойдет. Практически не обсуждается, что именно станет главной причиной кризиса. Обсуждаются второстепенные, по сути, технические факторы. Тогда как это будет не новый кризис, потому что предыдущий кризис в 2009 году не закончился. Был только залит деньгами, а затем заморожен. Потому что устранить из финансового формирования разрушительных кризисов оказалось невозможным. Соответственно, кризис будет воспроизводиться в возрастающих масштабах. Я думаю, что ФРС, Мировой банк и МВФ не публично ввели жесткие ограничения на осуществление опасных для мировой финансовой системы операций. Потому что было непонятно, когда ее удастся кардинально модернизировать и удастся ли вообще это сделать. А в 2012 году спикер западного обществоведения Фукуяма сообщил, что капитализм умирает у нас на глазах. То есть он исчерпал возможности модернизироваться. Так что следующие 12 лет кризис пребывал в замороженном виде. А теперь ситуация принципиально изменилась. Армагеддон должен случиться. Что это будет и как будет выглядеть? Потому что вы очень удачно заметили, что есть причины, о которых не говорят, а говорят только в сравнении там, да, с 2008 годом и так далее. Многие, и в чем спор между Трампом и Маском, это политика, да, тарифная политика, политика в сфере налогообложения. Но ведь не может же даже такая большая экономически развитая страна, как США, запустить катастрофу по всему миру? Или может? Будет ли зерно именно начала этого большого Армагеддона в американском, скажем так, сегменте? Нет, Америка его запустит. Вообще речь идет не о библейском понимании Армагеддона, как последней битвы добра и зла, а в понимании глобальной катастрофы уровня
это. Я напомню, что перспектива Армагеддона капитализма в своем выступлении на осенней 2019 года сессии МВФ глава Банка Англии Мервин Кинг озвучил словами: «Мы десятилетиями руководствовались ошибочными моделями. И теперь, как сомнамбулы, движемся к финансовому Армагеддону, который похоронит демократию и рыночную экономику». То есть капитализм повторит судьбу социализма. За пару лет до выступления Кинга аналогичные прогнозы стали делать авторитетные финансисты. Например, Майкл Снайдер описал Армагеддон словами: сделало неизбежным наступление величайшего экономического кризиса за всю историю. И когда он в полной мере покажется, такие страны, которые будут окажутся поистине беспрецедентными. Сегодня власти Евросоюза ясно, демократия уже манипулирования общественными черные избирательные технологии пустили демократию до декоративного элемента модели капитализма. А теперь пришла очередь похорон рыночной экономики. Ведь ей уже несколько десятилетий управляют финансисты. Поэтому они понимают, к чему все дело идет. Михаил Борисович, если мы попробуем понять, каким образом это скажется, причем очень мало таких экспертов, которые могут охарактеризовать влияние подобных процессов на конкретные регионы или конкретные страны. Российская экономика, Зеленский, украинская сторона, там, союзники Зеленского по Европе, они ведь рассчитывают на то, что, условно, российская экономика развалится и в процессе, собственно, финансового Армагеддона, военных действий, соответственно, прекратит, в общем, потеряет возможность воевать. Другие эксперты, наоборот, говорят, что это как раз-таки самое хорошее, в кавычках, конечно, но вот такое самое плодотворное время войн. И очень мало толковой аналитики, толковой, не заангажированной пропагандой состояния российской экономики. Выдержит ли она, какое влияние, собственно, окажет глобальный мировой кризис, надвигающийся именно на российскую сторону, и российскую сторону именно в войне. Заставит ли вот этот кризис прекратить войну или, наоборот, подольет масло в огонь? Здесь самое интересное выглядит финансовая политика российской власти. У нее явно имеются странности. Так, последние 2 года банковская система демонстрировала феноменальный рост доходов. Это, безусловно, были сверхдоходы. Но власть почему-то изымать хотя бы часть сверхдоходов не стала. При том, что в условиях войны потребность в деньгах у нее кардинально возросла. Объяснение этого может быть только одно. Чтобы финансовая система выдержала первый удар кризиса, системно значимые банки иметь большой запас денег. Поэтому сверхдоходы имеют важное предназначение – формируют в финансовой системе такой запас. В пользу такого ставки по депозитам до сумасшедшего уровня – 20-30%. Потому что такие ставки запустили перевод накоплений граждан и свободных средств малого и среднего бизнеса и средних и мелких банков в системно значимые банки. В результате эти банки консолидируют все имеющие сегодня в банковской системе деньги. Плюс позволят власти снизить остроту социального кризиса, который вызовет финансовый кризис. Потому что первый удар обанкротит 300 имеющихся в России малых и средних банков. Так что из банкротства граждане, малый и средний бизнес не сильно пострадают. В системно значимых банках шансы на их сохранение выглядят кардинально более высокие.
Ну, а хроническое недофинансирование экономики, о котором постоянно говорят экономисты, на самом деле позволит в 4 раза увеличить объем денежной массы. Но, возвращаясь к теме осени, похоже, что у финансистов заканчиваются ресурсы, необходимые для сохранения финансового кризиса в замороженном состоянии. И за 15 лет не удалось придумать, как модернизировать нынешнюю финансовую систему. В такой ситуации, в дилемме ужасный конец или ужас без конца, чаще выбирается вариант ужасного конца. Тем более, когда становится очевидно, что чему быть, того не миновать. Так что с достаточным основанием можно предполагать, что мировая финансовая элита и США решили запустить Армагеддон в удобных, по их пониманию, условиях. Точнее, приняли решение сделать первой жертвой Армагеддона Евросоюз, что первая волна цунами, экономического цунами, израсходовала свою мощь в европейских странах. К примеру, если ЕС перестанет поддерживать евро долларом, европейская экономика будет посажена на хлеб и воду. А до следующей волны у США будет время разработать альтернативную капитализму модель государства. Потому что ситуация с капитализмом однозначно печальная. Решение Америки пойти на вариант ужасного конца мне представляется, существенную роль сыграло понимание, что власти Евросоюза и большинство входящих в него стран в части компетентности деградировали до полной неадекватности. Тогда как команда Трампа выглядит заметно более адекватной условиям глобального кризиса. Хотя бы потому, что состоит в большинстве сделавших CSI политиков и бизнесменов. А успешные бизнесмены являются лучшими специалистами по управлению обществом в экстремальных ситуациях. И осень – это традиционное время для финансовых кризисов больших. Ну, это не профессиональное наблюдение, но внутренний голос говорит. Так, а как это повлияет на войну и способность вести войну? Она закончится автоматически. Про Украину Европа забудет полностью. Никакого оружия. Хватай мешки, вокзал отходит. Им будет не до Европы. Поэтому нынешний режим обанкротится. Режимы в Европе. В том числе и в Украине. Без денег никакой режим существовать не может. А Украина уже начала не осуществлять платежи по кредитам, там на 600 с чем-то миллионов долларов. Ну, то есть, понимаешь, что с деньгами будет очень туго. Поэтому будет жуткая инфляция. Ну, деньги же будут печататься уже в неограниченном количестве. Ну, это, так сказать, только протянется. Ну, я не знаю, как там это будет развиваться, но кризис закончится с войной. Она всем будет мешать. Ну, спонсором войны и США, и Евросоюз. Михаил Борисович, это вот ложится в ту, парадигму. Есть такое мнение, многие его высказывали, причем там год, еще полтора назад, о том, что война может закончиться внезапно.
Если все вот так прогнозируемо, то о какой внезапности тогда будет идти речь? И правильно ли мы подразумеваем сейчас, что, ну, там, например, Украина, которая там, выпускает дроны по России, делает спецоперации, бьет по Крыму, по неподконтрольной части, Россия, которая как бы отвечает за стратегии, ну, вот эта эскалация, эта фаза эскалации, это как бы возможность дострелять последние патроны, а в принципе все уже где-то спланировано, что осенью и кончится. Ну, Арестович правильно говорил, что нужно согласиться с теми условиями, которые выдвигает Россия, и все закончится. А украинской власти перспективы продолжать войну и вообще как-то выжить исчезнуть в принципе. Она согласится с 4 областями, там, не говоря уже о Крыме, еще добавит Одессу и Николаев. Только, ребята, давайте закончим войну. Потому что в условиях глобального финансового экономического кризиса управлять обществом, находящимся в состоянии войны, невозможно. В принципе. А как изменить? Если не платить солдатам, армия развалится. Если не платить госслужащим и пенсионерам, бунт. Ну, куда ни кинь, везде клин. А как изменится это управление? Я так понимаю, что мода на тоталитаризм, тотальное государство возвращается, и Украину ждут еще более затянутые гайки. Ну, поймите, что демократия и авторитаризм – это не общественные аналоги добра и зла, а технологии управления обществом в разном состоянии. В благополучных условиях есть возможность любую проблему обсудить со всеми заинтересованными группами общества, выбрать устраивающий большинство вариант и, так сказать, принять решение. В экстремальных условиях главным является фактор оперативности, потому что когда будете согласовывать сколько-то месяцев устраивающее большинство решения, ситуация кардинально изменится. И поэтому решение будет ошибочное и только ухудшит ситуацию. Вспомните, какой год, 1900 год. Англия осталась 1 на 1 с Германией, Италией и Японией. Что сделали англичане? Отменили нахрен демократию всю, отменили рыночное регулирование, перевели на жесткое, централизованное, с ценообразованием и так далее. А когда война закончилась, сначала вернули демократию в 1945 году, а где-то в 1945-м рыночное регулирование. Поэтому выхода нет. Режим уже достаточно авторитарный, но это авторитаризм непонятный народу, потому что власть – это хорошо. А вот если общество поймет, что ситуация аховая, оно будет воспринимать авторитаризм или даже тоталитаризм как средство спасения. Так что это все будет, уровень авторитаризации будет усиливаться. Здесь проблема только в этике, потому что и демократия, и авторитаризм могут быть добросовестными, а могут быть и добросовестными. Вот нынешний уровень авторитаризма в Украине, он демонстрирует недобросовестный вариант. А сможет ли власть перейти на добросовестный авторитаризм? Это большой вопрос.
Ну, то есть у нас получается одна автократия воюет с другой автократией. Та побольше, та поменьше. В России повышение степени авторитарности позволило в конце 90-х, ну, после дефолта, достаточно быстро восстановить управляемость общества и, так сказать, кризис и в дальнейшем даже достичь статуса влиятельной мировой державы. Сегодня российский авторитаризм, он относится только к политической сфере. В экономике авторитаризма нет. Вот. Ну, в принципе, в политической сфере авторитаризм относительно, ну, не то чтобы мягкий, а терпимый вполне. Ну да, там, кроме Соловьева, никто практически не выступает, ну и бог с ними. А вот в экономике Россия тоже перейдет на авторитарную форму, то есть централизованного управления. Ну, будет полноценный авторитаризм. Обязательно, потому что в условиях глобального кризиса эффективно только авторитарное управление экономикой. Вот. А в политике особой необходимости ужесточать до крайней степени пока нет. Так что и вся Европа тоже станет авторитарной, потому что там тоже будет полная задница. Потому что это единственный способ, в принципе. Ну, как хирургическая операция, она же жестокая там. Ну, также операция по спасению общества. Это тоже жестокая операция. Я про... все это зависит от этики, понимаете? Этика будет недобросовестная, то никакой авторитаризм не спасет. Уничтожает выродившиеся правящие классы, перепроектировать общество. А для этого нужны специалисты. У Европы это замкнутый круг. Еще есть такой вопрос. Тоже. Еще есть такой вопрос очень важный по поводу дальнейшей судьбы Украины. Мы видели, как пару дней назад в польском Сейме приняли, ну, скажем так, дату установили, день памяти там, геноцида украинских националистов, да, УНУПА, Волынская резня. И, ну, собственно, это идеологическая как бы, история. Понятно, что поляки, ну, у них давно такое отношение, допустим, да, к украинцам, украинским там бандеровцам, украинским националистам тех лет, да, времен Второй мировой, Великой Отечественной войны. Однако формулировка там была такая своеобразная, о том, что, в общем, на восточных польских землях это все происходит, ну, происходило. И там Министерство иностранных дел, в общем, там скандал такой, да, вот прения, пререкания, мол, что ж вы разрушаете нашу дружбу. Как бы Польша косвенно посягнула или там обозначила эти территории как свои. Мой вопрос заключается в следующем. В момент вот условного краха будет ли передел земель и способна ли Европа с тем набором ценностей, которые есть, речь идет там, о Польше, о Венгрии, Румынии, там, с Молдовой и Приднестровьем сейчас тоже очень интересная ситуация в том плане, что пишет западное издание, что вот, там, украинские руководители рассматривали как вариант, да, спецоперацию в Приднестровье, но потом как-то вот отказались от этого в последний момент. Вроде как Молдова не дала добро, и, в общем,
но планировали. То есть возможен ли вот этот Армагеддон финансовый привести к тому, что будут отбираться земли? И нам же как говорят украинцам, смотрите, там же Евросоюз, там же ценности, там же вот надстройка бюрократическая европейская. И, мол, она не позволит аннексировать или там как бы присоединять части Украины к себе. Или позволит? Как вам кажется? Ну, во-первых, первые жертвы в Европе стали каждый за себя. Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих, и никаких бюрократов уже не надо. Во-вторых, допустим, венгерская часть Украины, но ее население с удовольствием там отсоединится. И у Венгрии с ними не будет проблем. А вот с Галицией проблем будет очень много. Потому что не просто так вот такая жестокость типа волынской резни имела место. Причина ненависти – это пребывание в составе Польши. Потому что эксплуатация как сказать, славянского, русины, там еще кто-то. Ну, то есть были объектами жесточайшей эксплуатации польскими панами. То есть это был самый жесткий в экономическом смысле режим. И за века выработалась соответствующая фобия. Она, так сказать, и обеспечила. Вот они же бандеровцы же руководствовались исторической памятью. Когда Польша, а поляки, шляхта, паны, были ненавистными, причем очень долго. И поэтому в таких условиях принимать абсолютно враждебную часть территорий, это, вообще-то говоря, очень, особенно в условиях кризиса, это, с другой стороны, польские власти, по крайней мере, последние 300 лет всегда действовали неадекватно. Поэтому могут пойти, но это только погубит Польшу. Создаст дополнительный кризис или усилит разрушительное влияние финансово-экономического кризиса, и Польше дорого обойдется. И самое главное, ничем не закончится. Потому что те области, которые она попытается прихватить, они объявят о создании Народной Республики Галиция. Многие страны сразу эту республику легализуют. Же венгры, румыны, да и наши тоже. Потому что отделиться от Галиции это для нас тоже очень важно, потому что это тоже враждебная к нам часть украинского общества. И пусть живут, как они хотят. Так что передел, он может использоваться для консолидации общества в условиях кризиса. Есть две технологии консолидации общества. Первая технология врага. То есть нужно создать образ страшного, ужасного врага, и общество консолидируется для сопротивления этому гаду. Больших целей. Например, создание
социалистического государства, там еще какие-то самые, ну, условно говоря, там, ну, разные цели там. Ну, стать самой экономически развитой страной, тоже консолидируют. К консолидации целей нужны интеллектуалы, потому что они могут разрабатывать цели, выбирать, определять способы их достижения, ну, управлять этим процессом. Вот. Скорее всего, будут использовать технологии врага для консолидации общества. Вот. Поэтому, ну, конечно, у Венгрии есть претензии на часть Румынии. То есть, когда король Михай капитулировал и объявил войну Германии, он был награжден не только орденом Победы, но и Румынии прирезали часть Венгрии в качестве более приличного дохода от этого. Но это нормально было. То есть мы сэкономили огромное количество сил, жизней солдат. А венгры продолжали сопротивляться, причем очень ожесточенно. Штурм Будапешта – это ужасные потери были. Поэтому Венгрия была наказана. Но прошло, она может сказать, что было, то было. Отдайте нам этот самый выход к Черному морю. И, так сказать, что вот эта цель может как-то консолидировать. Но вряд ли, скорее всего, будет использован образ врага. Ну, назначит Румынию врагом. Ну, посильный для Венгрии враг. Ну, трудно сказать. Такого масштаба кризисов не было последние 200 лет в Европе. Поэтому можно только предполагать, но как и... Ну, он будет развиваться в минимально управляемом режиме. То есть Америка может как-то им управлять. Вот так вот, в деталях там что-то оперативно там принимать решения, что-то блокировать, что-то замораживать, что-то подкармливать деньгами. Не случайно Трамп недавно заявил, что необходимо снять все ограничения на рост госдолга. Это нормальное желание получить возможность оперативно и в неограниченном количестве получать деньги для кризиса. Вот. Да, еще там в Евросоюзе добавится проблема денег, потому что каждая страна перейдет на свою валюту. Так ведь? И там тоже будет куча проблем. Вообще, так вот и куда ни кинь, везде такая куча проблем, что, в общем-то, там территориями, переделом, ну, отложит как минимум до окончания кризиса. Ну, а так как он будет, лихолетие будет продолжаться лет 10, то... А почему так долго? Ну, потому что он преодолевает созданием сможет создать. Допустим, в России скопировали либерального государства. Ну, Горбачев пытался скопировать модель социал-демократического государства. Ну, оказалось, что некому копировать и некому строить. Вот. А
в 1998 году, в принципе, эти самые, как они, адекватные либералы, потому что гайдаровский капитализм – это была неолиберальная модель государства. Перешли на хорошо известную, близкую к классическому модель государства. А тут уже никакой модели, на которую можно перевести общество, нет. Значит, годы нужны для того, чтобы разработать модель. Потому что вначале надо... Потом будет выясняться, кто может разговаривать, зарабатывать, а кто может только болтать. Потом кто может разрабатывать, будут решать вопрос с цивилизационной парадигмой, потому что все надо менять. Вот. Поэтому это займет, я думаю, лет 10. Если будет такая же ситуация с интеллектуалами. В СССР решили проблему, заимствовали модель государства Болларда. Там все было разработано, поэтому быстро перешли. Знаете, я в молодости любил разговаривать со стариками, как жили там когда-то, уровень жизни, все прочее. Я общественными науками всегда с детства интересовался. И как-то в больнице соседом был у меня подполковник, авиационный инженер. Это были еще 70-е годы, середина. Я его спросил, а что вы думаете, когда коммунизм будет или нет? Он говорит, а он уже был? Я говорю, как так? Вот смотри, говорит, во второй половине 20-х он работал столяром-краснодеревщиком. Обычно обедал таким образом. Брал плитку шоколада, намазывал ее сливочным маслом, и, так сказать, это был его обед. А потом его направили в авиационный институт. И он там за каникулы зарабатывал столько денег, что ему с женой хватало ужинать в трактире. Он говорит, уровень благополучия был очень высокий. И, в принципе, в 12 стульях это и описывается. Вот. Так что он сказал, это уже было. Ясно, что не очень хорошо, а в 80-е тем более. Да уж, знаете, как это, все хорошее уже было, так а что будет дальше? Главный вопрос. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали очень такую важную сейчас в данном моменте историю с ответом Путина за стратейки. Выходит Трамп, говорит о том, что Украина сама спровоцировала, что сейчас будет отвечать Путин. Зеленский, и предыдущее его заявление Трампа было о том, что нужно дать, чтобы они подрались, а потом немножко пускай подерутся, а потом будем разнимать. Зеленский говорит, что мы не на детской площадке находимся, и вообще обвиняет Трампа уже, причем который раз подряд обвиняет Трампа в недостаточной вовлеченности, в непонимании вообще процесса, непонимании украинцев. И вообще делает такие как-то толстые намеки, или там тонкие намеки на толстые обстоятельства, и такие очень чуть ли не прямо говорит, что Трамп, не, скажем так, пресекая и не реагируя жестко на обстрелы со стороны России и Украины, как бы чуть ли не соучастник этих обстрелов. Такая у него линия, которую он ведет.
Что скажете по этому поводу? Насколько будет сокрушителен этот ответ? Или он уже был тоже, да, из последних обстрелов, которые мы видели? Или здесь речь не идет о каком-то таком мощном одномоментном ударе, а просто о плановом выносе тех же предприятий, тех же инфраструктурных, скажем, элементов? Почему? Потому что ведь почему это важно? Да, вот я об этом с вами решил поговорить. Потому что в момент кризисов важна же основа, ну, базис какой-то. Производство чего-то, да, бизнес на чем-то. Я сейчас даже не беру сферы там, конкретные, там, военщину или какие-то там промышленные вещи, тяжелую, легкую промышленность. Нет, просто должна быть какая-то вот база, должна быть мануфактурное даже производство, ну, тех же дронов или чего-то еще, они тоже как бы попадают под эти обстрелы. Это будет растянутый ответ, и насколько он подорвет и так достаточно катастрофическое экономическое положение Украины? Ну, во-первых, Россия не трогала 750-киловаттные подстанции. Это означает, что она инфраструктуру разрушает в масштабах. То есть в основном преследуют цели там, склонить общественное мнение к завершению войны. Вот. Но с бомбардировщиками ситуация другая. Ну, в принципе, Америке это не нужно было, разве что англичанка подгадила. Вот. Но сильно что-то делать России тоже не надо, потому что сильно наказывать, вот, чувствительно, тоже не имеет смысла, потому что восстанавливать инфраструктуру придется и ей участвовать. Поэтому она предпочтет какую-то такую пышно выглядящую ответку. Вот. И здесь у нее, вообще-то говоря, есть возможность перейти к другому по качеству ответа. Потому что цели СВО, денацификация, как там дальше? Демилитаризация. Нейтральный статус, да, демилитаризация. Это все претензии к украинской власти. Но за 4 года власть никак не пострадала. Наоборот, она обогащалась. Вот. Поэтому, на самом деле, враг у российской власти – это украинская власть, а не украинский народ. А у нас получается, что воюют народы, вот, а не власти. И вот Россия может пойти на уничтожение инфраструктуры управления. То есть ракетные удары по всем министерствам, по областным администрациям, законодательным собраниям. Ну, то есть физически разрушить все эти здания, а там же компьютеры, вся эта связь, и в результате, так сказать, наступит коллапс управления страной, что может в перспективе быстро закончить войну, потому что армия лишится управления просто-напросто. А ракет у России достаточно. Вот если она такой вариант выберет, то это, конечно, дает только власть. Мало того, еще обществу станет понятно, что властная деятельность вообще-то смертельно опасная. Что Россия начала войну, перестроила войну с войной украинской армии на войну с украинской властью. Перспектива существует, это будет действительно существенная, качественно другая ответка.
Но, с другой стороны, Россия понимает, что будущий кризис закончит войну. Но вот продвижение там, это все демонстрирует патриотически настроенная часть российского общества, что мы ломим, гнутся шведы, как у Пушкина. Вот. То есть это элемент уже пропагандистский. Ну да, там то по 100 метров, то по 500 продвигают, а сейчас уже по 2-3 километра. Ну, энтузиазм патриотов растет, ну, подпитывает энтузиазм. А вот в случае перехода войны на войну с властью, ну, ситуация должна кардинально измениться. То есть вы не исключаете и ликвидацию первых лиц? Да. Причем на уровне не только центральных, но и областных властей. Потому что никто не захочет в такой ситуации идти во власть. Это просто смертельно опасно. Это же быстро станет понятно, что уничтожается власть. Еще в нее лезть. Нет, у них власть хорошо жила, богатела там. Было хорошо. Кремль может решить, что ты, парень, перешел черту, когда на стратегическую авиацию, на часть нашей триады покусился. Ну, это повод вот как раз разобраться с властью, перейти к войне с властью. Ну, я не знаю, что там в кремлевской кухне на эту тему думают. Ну, такой вариант не исключается. В общем-то, это сменить врага с украинского народа на украинскую власть. Ну, почему бы и нет? Ну, там есть какие-то договоренности власть. Может быть, власть не трогать там. Ну, европейская культура, она в первую очередь власть защищает, политическая культура. Поэтому вполне может, так сказать, такие договоренности могут быть. И, ну, тут повод отказаться. Но это все, так сказать, предположение, возможный вариант. Если резюмировать, то получается, что, ну вот мы видим, например, да, там, стамбульские решения, гуманитарно имеется в виду, обмены большие, там 6 тысяч тел, которые Украине хотят передать со стороны России, там, Украина какие-то тела передает, вот эти все вещи, это вот как бы получается Стамбул, он в стороне. Главную точку все примерно понимают, это вот конец лета, осень, скорее осень, как вы утверждаете, когда войну заканчивать придется. И получается, что придется заканчивать так, как есть, и на тех рубежах, и на тех позициях, которые есть. Но простите, ведь, например, по поводу российской... Нет, стоп. На тех рубежах Россия не захочет. Она будет в гораздо лучшем сравнении с Украиной состоянием, поэтому она, так сказать, захочет как раз Одессу, там, Николаев, Кривой Рог. Ну, Кривой Рог не знаю, но Запорожье ее сильно интересует. Поэтому она как минимум это граница. Вот. Как максимум это еще 4-5 регионов. Нет.
у России будет достаточный. Она, понимаете, я вижу, что она к Армагеддону готовится. И поэтому, когда он относительно сильнее, так сказать, а Украина не останется поддержки ни Евросоюза. Поэтому Россия, скорее всего, на линии соприкосновения не остановится. Как минимум, она Херсонскую и Запорожскую область целиком. Но аппетит приходит во время еды. Михаил Кругов. Так. Да, Михаил Кругов был со мной на связи. Спасибо большое за время и мысли. Всегда готов делиться порой иногда смутными мыслями, но все-таки даже смутные мысли – результаты анализа. Да, друзья, просим прощения за определенные техническую составляющую. Но, думаю, имеющий уши да услышит. И, собственно, суть сказанного Михаилом понятна. Всем большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Присоединяюсь.